Лазер снял с амазонки зеленую маску, и под лесом нашли города. Амазонку долго показывали как зеленую пустоту. Бесконечный лес, реки, болота, дожди и небольшие группы людей, которые будто бы просто выживали среди природы. Но эта картина начала рушиться. Не из-за легенд о потерянном золоте, не из-за мифов о таинственных храмах, не из-за фантазий о древних сверхцивилизациях, а из-за лазера. Лидарная съемка прошла сквозь кроны деревьев, и там, где раньше видели только лес, появились дороги, платформы, каналы, площади и следы огромных поселений. И если эти находки означают то, что думают археологи, тогда проблема не в Амазонке. Проблема в нашей истории. Значит, учебники могли показывать не прошлое, а его сильно обрезанную версию. Значит, тысячи и, возможно, миллионы людей могли жить, строить, выращивать пищу, управлять водой и создавать сложные общества там, где десятилетиями повторяли «ничего крупного быть не могло». И главный вопрос теперь звучит так. Амазонка была диким лесом? Или мы просто слишком поздно научились видеть то, что она скрывала? Первая находка показала не один потерянный объект. Она показала карту целого мира. Речь идет о долине Упана в эквадорской Амазонии. Долгое время этот регион выглядел как обычная часть тропического леса. Горы, влажность, густая зелень, сложный рельеф. Если идти по земле, можно увидеть отдельные насыпи, странные возвышения, старые линии, похожие на заросшие тропы. Но все это не складывается в картину. Лес не дает увидеть масштаб. Он показывает фрагменты. Холм, просеку, неровность. Кусок древней дороги, который легко принять за случайность. Археолог Стефан Ростен заметил земляные насыпи и дороги в этом регионе еще много лет назад. Но только после лидарной съемки стало ясно, что под кронами скрывалась не россыпь отдельных объектов. Там была система. Более 6000 земляных платформ. Дороги шириной около 10 метров. Некоторые дороги тянулись на десятки километров. Сельскохозяйственные поля. Дренажные каналы, жилые зоны, церемониальные пространства. И все это было связано между собой. Эти поселения связывают с народом Упана. Они существовали примерно с 500 года до нашей эры и продолжали развиваться в первые века нашей эры. То есть это не временный лагерь, не случайная стоянка охотников, не несколько хижин у реки. Это долгий проект жизни, который держался столетиями. И самое важное здесь не в том, что найден город в привычном каменном смысле. В Амазонке не строили так, как в Египте. Здесь не оставались пирамиды из известняка, которые можно увидеть через 4000 лет. Не было гранитных храмов, колонн и царских гробниц, торчащих из песка. Здесь строили из земли, из дерева, из глины, из растительных материалов. Из того, что влажный лес быстро забирает обратно. Именно поэтому старый взгляд так долго ошибался. Если цивилизация не оставила каменных руин, это не значит, что ее не было. Это значит, что мы слишком долго искали не те следы. Упана показывает, под лесом могла существовать продуманная сеть поселений, дорог и полей. Мир, который не исчез за один день, а был постепенно поглощен джунглями. И это была только первая трещина. Впереди еще 5 находок. И чем дальше, тем меньше от старой версии Амазонки остается. Подпишитесь, чтобы не потерять продолжение. Потому что если Упана можно было назвать загадочной сетью поселений, то следующая находка была еще жестче. Там люди почти 1000 лет жили там, где по старым представлениям ничего подобного существовать не должно было. Вторая находка — Касараба, Боливия. В боливийской Амазонии, в регионе Льянос-де-Мохос, долгое время видели сложный, влажный, сезонно затапливаемый ландшафт. Место, где трудно представить крупные поселения. Слишком много воды, слишком много грязи, слишком нестабильная среда. Но лидар снова сделал то, что человеческий глаз не мог. Он убрал лес. Не физически, а на карте. И под зеленой поверхностью появились крупные центры.
дороги, каналы, платформы и водные сооружения. Культура Касарабы существовала примерно с 500 по 1400 год нашей эры. Почти 1000 лет. 1000 лет людей, которые не просто терпели воду, а работали с ней. Исследователи обнаружили крупные центры с платформами, прямоугольными насыпями, Ю-образными сооружениями и коническими пирамидами. Некоторые земляные постройки достигали высоты около 22 метров. Вокруг них валы, дороги, каналы, резервуары. Система, которая показывает, перед нами не хаотичный набор деревень. Перед нами управляемый ландшафт. И вот здесь старая версия начинает ломаться по-настоящему. Амазонку долго считали слишком влажной, слишком сложной, слишком бедной почвами и слишком непредсказуемой для крупных обществ. Казалось, здесь можно жить маленькими группами, но нельзя строить долговременную инфраструктуру. Нельзя создавать центры, нельзя поддерживать большое население. Но Касарабы показывает другое. Люди поднимали дороги над сезонной водой, создавали платформы, направляли движение, строили центры, куда сходились маршруты, труд, ритуалы и управление. Это была не империя камня. Это была цивилизация земли и воды. Не город, который победил природу стенами, а общество, которое научилось встраиваться в ее ритм и менять пространство под свои задачи. И именно поэтому такие следы так трудно увидеть. Каменная стена бросается в глаза. Земляная платформа, заросшая лесом, становится холмом. Дорога под травой становится полосой рельефа. Канал превращается в старую ложбину. Через несколько веков целый мир может выглядеть как природа, хотя на самом деле это уже история. А потом лес начал открывать не дороги и не поселения. Он начал открывать гигантские знаки на земле, слишком ровные, чтобы быть природой, слишком большие, чтобы быть случайностью. Третья находка – геоглифы Акри. На западе Бразилии, в штате Акри, после вырубки леса начали появляться огромные геометрические фигуры. Круги, квадраты, прямоугольники, рвы, валы. С высоты они выглядят так, будто кто-то чертил по земле гигантской линейкой. Для человека на земле это могло быть почти невидимым. Он увидел бы ров, небольшой вал, поворот, участок открытого пространства. Но сверху картина меняется. Перед нами не случайность, перед нами геометрия. Некоторые из этих объектов достигают сотен метров в диаметре. Их точное назначение до конца не ясно. Они могли быть связаны с ритуалами, собраниями, границами, символическим делением пространства или другими функциями, которые сегодня трудно восстановить. Но главное не только в назначении. Главное в самом факте строительства. Чтобы создать такие формы, нужно расчистить территорию, выкопать рвы, сформировать валы, собрать людей, организовать работу, иметь причину, ради которой все это делается. Это не след случайного костра, не временная стоянка, не маленький лагерь у реки. Это общественное действие, оставленное в земле. И чем больше таких объектов находят, тем слабее звучит старая идея о пустой Амазонке. Потому что геоглифы Акри — это не одна странная фигура. Это часть гораздо более широкой картины. Современные исследования показывают, значительная часть Амазонии до сих пор изучена фрагментарно. Там, где лидар успевает пройти по лесу, появляются новые формы, новые линии, новые структуры. А если на небольшой части территории уже обнаруживают десятки и сотни объектов, что скрывает остальная Амазонка? Сколько таких сооружений еще лежит под кронами? Сколько уже уничтожено вырубкой, дорогами, пожарами и добычей ресурсов? Сколько исчезло раньше, чем его успели заметить? Вот почему Амазонка так долго молчала. Она не прятала каменные храмы на открытой равнине. Она накрыла прошлое корнями, почвой и листьями. Лес не просто вырос над древними следами, он стал их крышкой.
И вот здесь история делает резкий поворот. До этого все еще можно было объяснять отдельными сооружениями, геоглифами, рвами, дорогами, странными формами под лесом, но следующая находка говорит о другом. Не о том, что люди просто жили в Амазонке, а о том, что они меняли саму основу жизни — почву. Они брали бедную тропическую землю и превращали ее в плодородную. Настолько плодородную, что ее следы находят до сих пор. И это уже не случайное поселение. Это признак долгой, устойчивой и продуманной системы. Четвертая находка — Терра Прета. Черная земля, которая не должна была там появиться в таком виде. На первый взгляд, это не выглядит как сенсация. Ни статуя, ни храм, ни золотая маска. Просто темная почва. Но именно она может быть одним из самых сильных доказательств того, что Амазонка была не дикой пустотой, а управляемым человеческим ландшафтом. Проблема в том, что большая часть амазонских почв бедна. Сверху лес кажется бесконечно живым. Гигантские деревья, густая зелень, влага, постоянный рост. Но земля под этим лесом часто не такая богатая, как кажется. Дожди вымывают питательные вещества. Органика быстро разлагается. Значительная часть силы леса держится не в глубокой плодородной почве, а в самой живой системе растений. И вдруг среди таких почв археологи находят другое. Черную, насыщенную, плодородную землю. С углем, с керамикой, с остатками органики, с признаками длительного человеческого присутствия. Эту землю называют Терра Прета. И она показывает главное. Древние жители Амазонки не просто брали у природы то, что она давала. Они меняли среду под себя. Это был не случайный костер, не одна мусорная яма, не след короткой стоянки. Это могла быть технология выживания. Способ создавать плодородные участки там, где обычная почва быстро истощалась. А теперь цепочка становится опасной для старой версии. Если у общества есть плодородная почва, у него может быть больше еды. Если есть больше еды, может быть больше людей. Если есть больше людей, появляются дороги, площади, ритуальные центры, распределение труда, власть и правила. То есть все то, что в старой картине Амазонки считали почти невозможным. Терра Прета не кричит, как каменная пирамида. Она лежит молча, но говорит очень много. Она говорит, что древние жители не были случайными гостями в лесу. Они жили здесь долго. Они знали, как работает земля. Они создавали условия для будущих поколений. И это меняет саму идею Амазонки. Перед нами уже не просто лес, где люди прятались между деревьями. Перед нами ландшафт, в котором человек мог быть не разрушителем, а архитектором. Если вам интересно то, что вы сейчас слышите, поставьте лайк. Это помогает видео выйти к людям, которым нужна настоящая история, а не ее обрезанная версия. Но самая опасная для старой версии находка не там, где нашли один большой город, а там, где города вообще выглядели не так, как мы привыкли. Пятая находка — Верхний Шингу. Мы привыкли думать, что город — это плотная масса домов, камень, стены, центр, дворец, храм, толпа. Если этого нет, мозг автоматически говорит: значит, города не было. Но в Амазонке все могло быть иначе. В районе Верхнего Шингу исследователи обнаружили не один огромный город, а сеть поселений. Деревни, площади, дороги, рвы, регулярную планировку. И все это было связано между собой как части одной системы. Это не выглядело как Рим, не выглядело как Египет, не выглядело как столица майя. Именно поэтому это так долго не замечали. Потому что здесь цивилизация была не каменной башней посреди равнины. Она была сетью. Поселение соединялось с поселением. Дороги вели к площадям. Площади собирали людей. Рвы отделяли пространство. Планировка повторялась. Перед нами не хаотичные деревни в лесу.
Перед нами организованный мир, который просто не похож на привычную картинку из школьного учебника. И в этом вся проблема. История часто узнает цивилизацию по внешним признакам. Камень, монументальность, Письменность, дворцы, гробницы правителей. Но что делать с обществом, которое строило из земли и дерева? Что делать с культурой, где главной архитектурой был сам ландшафт? Что делать с людьми, которые не вырубали лес до пустыни, а встраивали поселения в живую среду? Старый взгляд отвечал просто: если нет каменных руин, значит, не было крупной цивилизации. Новые находки отвечают иначе. Руины были. Просто они выглядели не так, как мы ожидали. Верхний Шингу показывает, что цивилизация может быть распределенной. Не один центр, который все подчиняет, а сеть мест, связанных дорогами, ритуалами, родством, обменом и общей планировкой. И если смотреть на такую систему глазами человека, который ищет только дворцы, ее легко не увидеть. Можно пройти через древнее пространство и решить, что это просто лес. Можно стоять в центре бывшей площади и не понять, что вокруг когда-то собирались люди. Можно видеть дорогу и думать, что это природная линия. Пока технология не покажет все сверху, пока карта не сложит отдельные фрагменты в единое тело. И последняя находка показывает главное. Амазонские общества не просто жили рядом с природой. Они решали задачи, которые современному человеку кажутся почти невозможными. Шестая находка – Маражо. Остров Маражо лежит у устья Амазонки, там, где огромная река выходит к Атлантике. Здесь вода решает почти все. Сезонные наводнения, влажность, сложный ландшафт. Постоянная борьба с рекой. Для случайного поселения это проблема. Для организованного общества – задача. И жители Маража ее решили. Они строили земляные курганы, поднимали жизнь над водой. Создавали места, где можно было жить, проводить ритуалы, хранить вещи и переживать сезонные изменения. Это не были случайные холмы. Это была архитектура из земли. Там, где другие увидели бы непригодную территорию, они создали систему. Культура Маражуара известна не только курганами. Она оставила сложную керамику, украшения, следы социальной организации и ритуальной жизни. Это не образ людей, которые просто прятались от леса и воды. Это образ общества, которое понимало свою среду и строило жизнь внутри нее. И здесь важен не только сам остров, важен принцип. Амазонские общества могли быть разными. Одни строили дороги в Эквадоре, другие управляли водой в Боливии, третьи создавали геометрические сооружения в Бразилии, четвертые улучшали почвы, пятые соединяли поселения в сети, шестые поднимали жизнь над сезонными водами. Это не одна потерянная цивилизация. Это несколько разных моделей жизни, которые старая история слишком долго не замечала. И теперь эти 6 находок складываются в одну картину. Упана показывает карту древнего мира с дорогами и платформами. Касарабы показывает крупные центры, каналы и управление водой. Акри показывает гигантские земляные фигуры. Терра Прета показывает измененную человеком почву. Верхний Шингу показывает сеть связанных поселений. Маражо показывает архитектуру, приспособленную к воде. Разные места, разные культуры, разные решения. Но один общий удар по старой версии. Амазонка была гораздо сложнее, чем нам рассказывали. Почему же об этом так редко говорят? Первая причина – сам лес. Он уничтожает видимость. Камень может стоять тысячелетиями. Дерево исчезает. Глина разрушается. Органика гниет. Земляные насыпи расползаются. Дороги зарастают. Через несколько поколений бывшее поселение может выглядеть как обычная часть джунглей. Вы идете по лесу и видите деревья, а под ногами может быть древняя дорога. Вы смотрите на холм и видите рельеф, а это может быть платформа. Вы видите темную землю,
А это может быть след поселения, которому больше 1000 лет. Вторая причина – привычка смотреть на цивилизацию чужими мерками. Долгое время ее искали по знакомым признакам. Если нет каменных дворцов, значит нет государства. Если нет огромных стен, значит нет большого общества. Если нет письменности на монументах, значит нет истории. Но это ловушка. Не все сложные общества строят одинаково. Не все оставляют одинаковые следы. Не каждая цивилизация обязана выглядеть так, чтобы ее сразу узнал человек из другого мира. Третья причина – катастрофа после контакта с европейцами. Болезни, насилие, колонизация, разрушение старых систем. Многие общества могли исчезнуть или резко сократиться еще до того, как кто-то подробно описал их жизнь. Когда поздние путешественники попадали в Амазонию, они могли видеть уже не расцвет, а последствия обвала. Пустые берега, редкое население, заросшие места, молчание. И из этого делали вывод. Здесь всегда было мало людей. Но, возможно, они пришли уже после катастрофы. После того, как дороги заросли. После того, как площади опустели. После того, как курганы стали холмами. После того, как живой мир превратился в археологическую тень. Вот почему старые хроники о густонаселенных берегах Амазонки долго воспринимали с подозрением. Они слишком плохо совпадали с образом дикого леса. Но новые данные заставляют смотреть на эти рассказы иначе. Не как на готовую правду, но и не как на полную выдумку. Теперь представьте эту картину целиком. Внизу черная земля, созданная или усиленная человеческими руками. Рядом фрагменты керамики. Дальше насыпь, которую легко принять за холм. За ней ров, похожий на старое русло. Потом прямая линия дороги, уходящая под деревья. Потом площадь, потом еще одно поселение. Потом сеть. И все это закрыто лесом. Не потому, что кто-то построил тайник, а потому, что Амазонка умеет стирать следы лучше любой империи. Но Лидар изменил правила. Он не копает. Он не рубит лес. Он смотрит сквозь кроны и показывает рельеф. И внезапно там, где раньше была только зеленая поверхность, появляются формы. Линии, платформы, контуры. То, что веками было невидимым, становится картой. И здесь начинается самая неудобная часть. Если на небольшой изученной территории уже находят новые объекты, что будет, когда исследуют больше? Если под лесом остаются тысячи земляных сооружений, как должна измениться история Амазонки? И сколько мест уже уничтожено вырубкой, пожарами, дорогами и добычей ресурсов, прежде чем их вообще успели заметить? Мы часто говорим об Амазонке как о природе, которую нужно сохранить. И это правда. Но теперь появляется еще один слой. Амазонка — это не только экосистема. Это археологический архив. И в нем страницы написаны не чернилами, а почвой, углем, водой, дорогами, рвами и формой земли. Самое сильное в этой истории то, что она не требует фантастики. Не нужно говорить о пришельцах. Не нужно выдумывать исчезнувшие супертехнологии. Не нужно превращать археологию в цирк. Достаточно признать простую вещь. Мы долго недооценивали людей, которые жили там до европейцев. Их масштаб, их инженерное мышление, их способность менять ландшафт, их разнообразие. И тогда Амазонка перестает быть пустым зеленым пятном на карте. Она становится местом, где цивилизация могла выглядеть иначе. Не как каменная империя, а как сеть поселений, садов, дорог, рвов, площадей, курганов, управляемых вод и созданных почв. Мир, который не исчез полностью. Он просто сменил форму. Его города стали холмами, его дороги стали линиями под корнями, его поля стали лесом, его память стала черной землей. Мы до сих пор не знаем, насколько большой была эта система. Мы не знаем, сколько поселений остается под кронами. Мы не знаем, какие народы строили все эти объекты.
Как они называли свои центры? Кто управлял работами? Какие ритуалы проходили на площадях? Почему одни места были оставлены, а другие продолжали жить? Мы не знаем, сколько уже потеряно навсегда. Но главный сдвиг уже произошел. Вопрос больше не звучит так. Были ли в Амазонке сложные общества? Теперь он звучит иначе. Сколько их было? Где они находились? И сколько времени нам понадобится, чтобы признать, под самым большим лесом планеты лежит одна из самых недооцененных историй человечества? Лес стоял перед нами как стена. Мы видели деревья и думали, что за ними ничего нет. Теперь технологии начали убирать эту стену, и за ней проявляется не один потерянный город, а целая забытая география человеческой жизни. Самая большая тайна Амазонки не в том, что она что-то прячет, а в том, что мы слишком долго не умели смотреть. Напишите в комментариях, какая из 6 находок удивила вас больше всего. Упана, Касарабе, геоглифы Акри, Терра Прета, Верхний Шингу или Маражу. И подпишитесь, если хотите видеть больше таких разборов. На этом канале будут еще выпуски о местах, где прошлое не исчезло. Оно просто научилось молчать.